Мона, я знаю, что ты меня будешь смотреть 100%. Приклейте картонку. Я готов просто рвать все шаблоны духов. На столе у меня сколько? Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Примерно 1000 евро. Да, видите? Меня забил этот сахарный шлейф. Это что-то интересное. Всем привет, с вами Приемас, один-единственный Пейблескус во всем мире. И это вторая часть моего честного разноса парфюмерной империи Моны Катан, Каял. Если вы пропустили мою первую часть, то вы можете зайти и посмотреть на моем канале. А если не зашли на канал, то зайдите прямо здесь или здесь на ссылочку и посмотрите сначала первую часть, потому что мы там разбирали фруктовый сад. Но сегодня у нас ложится тяжелая артиллерия на этот стол. Готовы узнать, за что стоит платить деньги, а что просто пустой маркетинг? Тогда подписывайся прямо сейчас, ставь лайк авансом и погнали! Первое в рубрике «Парфмания» от Каял. Во второй части мы будем с вами слушать, это очень важно, вот такой пистачио желато. Покажу вот сюда, чтобы вы увидели. Почему маленькая? Потому что так захотелось душе. Что, слушаем? Мы готовы слушать. Но вы можете мне прямо сразу написать в комментариях, что значат циферки у бренда Каял. Вот здесь, например, написано 33. Значит, сегодня я буду, как обычно, наносить парфюм на кожу. Первое место мы выберем это запястье. Ой, мимо. Нормально. Да. Чуть-чуть надо потрясти. Ух, что я чувствую? Вот честно, фисташки я не чувствую. Наверное, какой-нибудь ресторан, и вот такая вот Lady in Black конкретно. Да, он такой, он не легкий, но он сладкий, он при этом очень сладкий. Я почему-то его чувствую лето. Мне надо таким летним бризом. Почему мне кажется, что там есть цветочные какие-то ноты. Ну, интересный запах. Что нам сам говорит производитель? Производитель, значит, говорит, что этот аромат, он взорвал соцсети, когда вышел. Значит, позиционируется как съедобный гурманский взрыв. Это вкусное, сливочное и притягательное лакомство. Окей. Обещает текстурное сочетание хрустящей фисташки и сладких взбитых сливок. Вот что это. Это сливки. Да. Нет, не знаю. Ну, сладкий. Фисташки может быть, но я почему-то чувствую много очень цветов. Как будто бы такой цветочный блум. Ну, я прям очень чувствую. Значит, верхняя нота. Конечно, фисташки. Это мы поняли. Мороженое, бергамот, фундук и ром. Он очень насыщенный. Средняя нота это груша, пион, герань, малина и белый персик. Я говорю, что цветы чувствую. Лето. Это чисто лето. И, значит, база это у нас взбитые сливки, маршмеллоу, потому что он сладкий очень, сахарная вата, бобы тонко и сандал. Слушай, сандал я вообще здесь не почувствовал. Вот такая вот довольно-таки очень сочная, яркая пирамида. Но сейчас те критерии, которые нас действительно очень всех волнуют. Значит, на парфюмерных форумах парфюмеры отдали этому парфюму 3,8 из 5. Это выше среднего. Неплохая оценка, вам скажу, хотя по мне, я в конце скажу свою оценку, какая будет моя оценка. Стойкость. Это то, что интересует, в принципе, всех. Когда вы выбираете духи, вы хотите знать, как долго они будут, например, на коже, на одежде, да. Значит, данный парфюм у нас, он очень яркий в первых 2 часа. Вы его прям чувствуете хорошо. Но в среднем, средняя стойкость это от 4 до 6 часов. Не знаю, мне кажется, довольно, для воды, вполне прилично. А вот на одежде, то есть ткань, я думаю, что очень зависит от ткани, какая ткань. Это у нас от 12 до 24 часов. Долго, кстати. И цена. Значит, у меня здесь стоит 10 мл, а вот цена за 100 мл, как вот данный флакон, это вот 100 мл будет стоить
фисташковое наслаждение для вас будет 110 евро. Приобретать его или нет, это, естественно, решайте вам. Но они мне довольно-таки, скажу, не понравились. Ничего, такие классные. Но сейчас будет моя оценка. Я оцениваю по 10-бальной системе. Ладно, я оцениваю духи, конечно, по своему субъективному мнению, но этому парфюму я ставлю твердую 8. 8. Он мне действительно понравился. Но обидно, что он не такой стойкий, как хотелось бы. Но есть место быть. Что, идем дальше. Следующее, что мы с вами будем слушать, это давай выберем, что будем выбирать? Мы выберем вот эти. По флаконам, кстати, на самом деле очень красивые. Ну, мне нравится. Сдержанно, интересно. Это у нас будет Yummy Bouge Marshmallow 81. Значит, на 81 раз она все-таки решила, что выпускаем на продажу. Ну что, слушаем? Так, тут мы... О, это интересно. Слушай. Это что-то интересное. Вот маршмеллоу или нет, я сейчас скажу. Слушай, двоякое ощущение. Я не могу, подожди, я сейчас... Надо чуть-чуть протрясти руку. Да? Чуть-чуть протряхиваем. Но он сладкий. Он реально очень сильно сладкий. И просто хочу еще заранее сразу показать. Вот такая упаковка. Вот, смотрите. Сделаем такой зум. В принципе, классика. Сдержанность, то, что мне нравится в основном в многих парфюмах, то, что удобно. Хотя каждый бренд преподносит по-своему, но вот это тоже, кстати, красивая упаковка. Значит, маршмеллоу. Что я чувствую? Сладкий, очень сладкий, но при этом мягкий. Это, знаете, вот этот какой-то вот летний, не карусели, а какой-то летний детский фестиваль, вот где вот эти вот все сахарные ваты, попкорн, все эти конфеты, то есть вот эти все, как называются, карусели, аттракционы, да, и ты такой и вперед по этой центрифуге счастья и радости. Ну а что? Сладкие. Смотрим обязательно, что нам говорит сам производитель. Во-первых, они сказали, что это взрослая версия сладости. Интересно. И они обещают роскошно и кокетливое облако сладости. Ну, прям хи-хи-хи, да. Акцент на изысканность, а не просто на сахаре. Ну, тут, наверное, я могу согласиться, потому что он не такой прям не приторно сладкий. Вот как я сказал, что он мягкий, мягко-сладкий. Что мы здесь можем с вами... Ого! Слушай. Вообще вообще в жизни не сказал бы, что там такие есть ноты. Верхние ноты. Готовы? Поехали. Розовая клубника. Яблоко. Кокос. Я кокос вообще не почувствовал. Средний это, маршмеллоу, понятно, взбитые сливки и фрезия. И база это ваниль, мускус и амбра. Ваниль, который мне не очень по душе, интересное сочетание по факту. Следующее, что для нас очень важно, это рейтинг, правильно? Рейтинг. 2 раза сказал рейтинг, потому что он очень важен. Парфюмеры оценили этот парфюм на 4,1 из 5. Это высокая оценка. И я бы даже с ним согласился бы. Стойкость данного парфюма это от 5 до 7 часов. Они намного будут стойкие, нежели фисташковые за счет сахара, который у них в составе. На одежде они держатся до 24. Вот это сахар уже не ударил. Прикинь. Значит, на одежде они будут держаться до 24 часов. Нормально. Что нас интересует еще? Это, как мне показывают, цена. Цена за 100 мл данного парфюма 110 евро. Как, в принципе, и предыдущие. Но у них не у всех одинаковая цена. Оценка, моя оценка. Я ставлю, вот не поверишь. Я не ценитель таких сладких запахов. Я ставлю
9. Я действительно говорю, 9. Ну, то есть они стоят того. Они очень вкусные, легкие, вообще сладкие, но в меру сладкие. Как я сказал, мягко сладкий. Поэтому приобретать вам или нет, ну, я бы, наверное, склонялся бы на больше да, чем нет. Ну что, а сейчас, в принципе, один из фаворитов людей. Вот не знаю, кстати, будет ли он моим фаворитом, я не знаю. И это мы с вами берем тяжелую артиллерию. Это у нас Burning Cherry, горящая вишня. Что? Слушаем. О, в отличие, кстати, от первого выпуска, как-то мне вот эта партия больше нравится. Так, Малёв что-то одеколоном отдает. Ждем чуть-чуть. Ой, слушай, это не вишня, это черешня. Вот я чувствую черешню конкретно. Но почему-то одеколон чувствую. Может, нас обдурили? Тоже летний, абсолютно летний запах. Чисто женский запах. Вишня. Я еще какие-то цветы чувствую. Я не знаю, какие. Ну, жасмин, кстати, возможно, жасмин. Значит, нам производитель говорит, оп, вот что тяжелое было. Это нужны такие тяжеловатые. Нет, там получается у нас, интересно, древесно-вишневый аромат. Он реально древесный. Но я думаю, что такое тяжеловатый для вишни? Должен быть, как бы, вишня, она обычно легче, слаще. Значит, который часто сравнивают с Том Фордом Lost Cherry. Понятно. Да, но с характером рок-н-ролла. Как тут вписывается рок-н-ролл? Ну, да. Сейчас он по-другому начинает. Надо просто чуть подождать. Чувствуется уже рок-н-ролл в голове. Что нам обещает производитель также? Он говорит, что это праздник любви и эйфории. Контраст между сладкой вишней и дымными древесными нотами. Да, интересно то, что это 48-й номер. То есть не с первого, 48-й попытки. Хотя маршрут у нас был 81-й. Топ-ноты, это значит верхние ноты. Бергамот, малина и вишня. Бергамот, кстати, да. Кстати. Средние ноты это дамасская роза, жасмин самбак, гелиотроп и пролиния. Жасмин, ну, чувствовался. Все-таки, да, правильно сказала. И, значит, базовые ноты это у нас пало санто, гвояковое дерево, пачули, ветивер и амбра. Ну, амбра, кстати, тоже можно почувствовать. Вот, интересно. Рейтинг. Это 4 из 5. Твердая четверка. В принципе, возможно, можно сказать, заслуженно. Он древесный, он более. Я бы даже сказал, что это унисекс. Знаешь, даже не унисекс. Но он тяжелый такой, женский тяжелый, возможно, такой для строгой дамы, которая вот любит строгость. Дама с Амстердама, как говорят. Стойкость от 6 до 8 часов. На одежде это, кстати, от, я говорю, 24 часов. Прикинь? Если у нас предыдущие были 12 до 24, ну, то есть типа до суток, то эти больше суток держат. Это, кстати, прикольно. Цена за 100 мл вы просто не поверите. 110 евро. Это 110 евро, как и предыдущие флаконы. Ну, естественно, цена может меняться в зависимости, где вы их приобретаете. Либо в duty free, в какой-нибудь, не знаю, Бангладеш. А теперь пришло время поставить мою оценку нашему прекрасному черри. Я не большой фанат сладких духов, но есть место быть. Поэтому моя оценка будет данному парфюму 6 баллов. Я считаю, это, в принципе, адекватная оценка для данного парфюма. Ну что, едем дальше, а дальше у нас больше. Мы возвращаем назад домой. Смотрите, какой интересный флакон. То есть он, видите, переливается. Фиолетово-красно, какой-то такой прям розовый. Это у нас Fleur Majesty Rose Royale. Ладно, по-серьезки. Это у нас роза. 31 попытка. Слушаем.
Ух ты. Я, кстати, вот мне розы... Ну, а кто знает? Мы же никогда не знаем, как роза может повернуться к нам. Ух ты, как сладко! Вот это сладко. Ну, это прям сладкая роза, это очень сладкая роза. Прям может слипнуться все. Значит, что я чувствую? 100% роза. Но тут я точно не ошибаюсь. Роза, ассоциация сразу. Это, знаешь, конец лета. Я чувствую сахар. Сахар. Мне кажется, там ваниль. Возможно, там есть ваниль. Как вариант. Вот для августа, мне кажется, очень даже самое то, когда вот уже вроде бы весна скоро к нам приходит, но еще не дошла, а вы еще вот с последними брызгами лета бегаете, бежите встречать весну, осень. Нам производитель говорит о многом. Значит, что этот аромат из эксклюзивной или даже лимитированной коллекции, посвященный королевской розе. Опа. Так, возможно, я сейчас поменяю свое мнение. Ну ладно, королевское мы любим. Величественная роза с современным характером. Интересно они нам объяснили. Ода женственности и власти. Кстати, да. Потому что в одно и то же самое время вроде бы сладкая, но при этом такая кислинка дает. Сдержанная. Нужен нос. Мне кажется, уже этой сладостью забивается. Еще я постоянно ту руку нюхаю. А я пытаюсь оценить по факту, как оно есть. Значит, ноты, пирамида. То, что нас тоже интересует. И она здесь, она очень маленькая, если честно. Значит, верхние ноты. Это у нас кожа, золотистая. Мускатный орех. Мускат. Офигеть. Средняя нота – это роза, цинтифалия. Это как-то болезненно звучит. Ладно, мы серьезные люди. И болгарская роза. Сочетание двух роз. И база – это у нас уд, пачули и ваниль. Я говорил про ваниль. Я его реально почувствовал, ваниль. Рейтинг. Вот, честно, не ожидал. Но, возможно, из-за того, что он лимитированный и эксклюзивный, и его так просто не достать. А я, приемус, всегда достаю эксклюзивные вещи. Интересный факт. На самом деле, полное название этого аромата – это эликсир 11. Но Рос Рояль 31 – это его второе имя. Оценка этому прекрасному лимитированному чуду парфюмеры отдали во всех рейтингах 4,2 из 5. Это высокая оценка на самом деле. Стойкость. Данный парфюм, аромат, он держится от 8 до 10 часов. Это на самом деле очень неплохо, потому что вы не будете каждые 5 минут бегать с флакончиком в руках и освежаться розой, чтобы вас все могли бы услышать о вашей сладости. Это на самом деле самый взрослый, стойкий и классический аромат. Цена за этот прекрасный парфюм, она отличается от предыдущих парфюмов. За 100 мл будьте готовы оставить на кассе 120 евро. Покупать или нет, это, конечно, решать вам, но опять, если скажу, повторюсь с предыдущих духов, я бы сказал, что больше, наверное, да, потому что в них чувствуется эксклюзивность маленькая. Но теперь время моей оценки. Я не знаю, или я сегодня просто добрый, либо это просто вот эта вся сладкая эйфория на меня нахлынула, но какие-то у меня сегодня оценки прям очень даже хорошие. Этот был парфюмом я ставлю 8. Потому что все-таки я чувствую эксклюзивность в нем. Есть, присутствует легкая нотка. Поэтому бери. Ну что, мы почти подходим с вами к финалу второго выпуска. Как будто бы реалити-шоу. Кстати, если не видели реалити-шоу, можете посмотреть здесь. Королева Вилла. Там, где, в принципе, наши участницы тоже пользовались духами. Да. Но не об этом. Новая реалити тоже будет скоро. Подытожить я хочу такой классной мини-коллекции, которую вы тоже можете приобрести. Она называется Muscus Obsessions. Вот такая штука интересная. Значит, в ней 4 флакона по 10 мл. И выглядят они
Они даже, слушай, знаешь, что напоминают? Они напоминают мне Кардашьян. Ким Кардашьян, вот это ее оттенки. Ну, прям очень стильно, красиво. Для подарка, на самом деле, самое то. Мы с вами начнем, давайте с первого. Это мускус бутик. Извиняюсь, букет. 27. Значит, и как он у нас между не осталось живых на руках. Давай. Чистый мускус, одеколончик. Дает, ну, такой. Я не сказал бы, что он такой прям классный, но это считается ангельский шлейф. Представляете? И цветочная свобода. Но, да, там есть цветы. Чувствуется мускус, жасмин и ландыш. Представляете, такой маленький состав. Интересно более чем. Что мы понимаем, значит, чтобы дойти до такого результата, Мона Катан 27 раз слушала этот запах. Но в итоге приняла решение. Возможно, правильно. Это вы тоже судите вам. Сантал. Мускус сантал. Ну, давай, я не знаю, куда мне нравится. Сюда. Вообще не туда попал, но да. Так, этот будет такой... Но тоже подойдет женщинам за 50. 34-я попытка. Тоже там такой легкий. Цветочный тоже такой. Чувствуется. И у нас в составе там есть... Даже не в составе, они обещают нам кремовый кокон и уютный сандал. Да, сандал там чувствуется. И состав в нем белый мускус, сандал и ваниль. Прикинь, как насколько вот просто 3 компонента. Третий у нас будет это матча. Я надеюсь, что это будет именно та матча, которую я думаю. Я думаю, надеюсь, что кофе будет. Хотя я не фанат кофейных ароматов, но будет. О, я чувствую отсюда, он сладкий. Сладкий, легкий, летний. Запах. Вкусный. Мне пока вот он больше всего из этих 3 нравится. Значит, он у нас под номером 45. Такой красивый 10-миллилитровая баночка. Значит, что нам говорит производитель? Что это дзен и энергия уютного чая. Точно. Это реально чай. Вот пока, вот знаешь, первые ощущения, они всегда правдивые. И у нас в составе это чай матча. Ну, хотя я матчу не очень люблю. Мох и мускус. Это очень интересный, кстати, состав. Вкусный. Кстати, мне понравился. Самое удивительное, что там. И 4-й маск-латте под номером 41. Может, тут у нас будет кофейная гуща? О! Чувствую капучино, какао. Ну, шоколад. Вкусный, кстати. Вот, кстати, если выбирать, я не знаю, 3-й или 4-й, но, наверное, этот будет мне больше нравиться. 41-я попытка. Что нам говорит производитель? Что в этом флаконе у нас сливочный соблазн и утреннее кофе. Кофе точно там есть. Да, правильно я сказал. В составе у нас кофейные зерна, молоко и сахар. Просто утреннее кофе. Зачем тебе кофе, когда ты можешь быстро, и ты бодро проснулся и пошел. Кстати, из всех 4 я прямо сейчас хочу всех показать. Всем. Вот эти 2 мне нравятся. Эти под вопросом. Ну, есть место быть. Почему нет? Но для подарка я думаю, что это классная штука. Это реально классная. Ну, это красиво. Так мы красиво покажем. Ну, красота. Ну, бывает и такое. Но чуть-чуть упали мускусы в финансовую яму. Мы не будем больше так делать. Я просто буду здесь придерживать. Но зато мы посмотрели прочность, да, насколько могут выпасть. То есть будьте внимательны. Так хоп, и они выпали. То есть они не приклеены. Кстати, могли бы приклеить. Ты тут знаешь, так будешь кому-то дарить, а так хоп, упадет, разобьется, и все просто вгрязнут в эту всю пучину кофейную, сахарное облако. Стойкость у нас была от 2 до 5 часов. Ну, плюс-минус до 5. То есть в зависимости от типажа вашей кожи. Если помоетесь, значит будет подольше. Кто знает. Ну, тестить вам. На самом деле эта вещь классная. Вот ее бы я приобрел. Такой комплект по 10 миллилитров. Это 4 штуки. Представьте. 40 миллилитров. У нас здесь 40 миллилитров. Прикинь? 40.
И она стоит, тоже в зависимости, где вы будете приобретать, от 90 до 100 евро. Представляете? Но зато это очень классная фишка, что вы можете просто как тестовый купить. Понравится он вам, не понравится, а потом уже покупайте вот такие 100-миллилитровые флаконы. Значит, моя оценка вот этой классной коллекции. Слушай, у меня здесь двоякая. Почему? Потому что, в принципе, 2 мне понравились, а 2 под вопросом. Ну, мы будем его оценивать как комплект, потому что они нам уже предоставляют его в покупке. Давай мы поставим... Как ты думаешь, какая будет оценка? И сейчас будет пауза. Сначала напиши в комментариях, как я оценю. Написал? А это 7. 7. Твердая 7. Классно, удобно. Для тестов, кто не хочет сразу покупать, тратиться, может сразу его приобрести и почувствовать легкий мускус. Ну что, подведем итог. Каял — это не про тяжелый такой аромат люкса. Это легкий, воздушный и сахарный. Если вы не фанат сладких парфюмов, то проходите дальше и, в принципе, мимо этого бренда. С вами был Приемус, но не забудь подписаться, поставить колокольчик, посмотреть мой клип «Доллар», потому что Приемус — это про эстетику, искусство и креативность. Мы создаем с командой просто классные вещи. Поэтому я тебя жду в следующем выпуске, а следующий выпуск будет просто бомбео. Всем пока!